Всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы сегодня в Бабином Яру в Киеве. Мы здесь сами еще никогда не были, поэтому хотим вместе с вами пройтись и посмотреть, что здесь есть. Лада делает снимки для Instagram. Если что, друзья, подписывайтесь на наш Instagram. Можете посмотреть, что Лада сделала. Начали мы сегодняшнее видео от православной церкви. Небольшой деревянный православный храм здесь стоит. С небольшой колоколенькой тоже вот. Бабин Яр, как известно, это место трагедии. С 41 по 43 год здесь расстреливали безневинных людей. Я хочу сейчас подойти к краю обрыва и показать, как мог выглядеть Яр в те времена. Понятное дело, что сейчас ландшафт немножко изменился. Те места, где людей расстреливали, они, видимо, уже закопали тогда. Но здесь по-прежнему все в ярах. И посмотрите, вот я подхожу сейчас на самый край обрыва. Смотрите, какой глубокий яр здесь находится. Представьте себе, что здесь ставили на краю людей, сгоняли сюда, расстреливали и сталкивали их вниз, туда вот вниз, и там закапывали. Это ужасные события. Здесь уничтожали людей по национальному признаку. Евреев, цыган и еще военнопленных тоже здесь расстреливали. По разным данным, здесь погибло от 70 до 100 тысяч невинных людей. Сейчас мы с вами приближаемся к такой символической синагоге, которую здесь построили в память о жертвах. И я должен вам ее показать. Дело в том, что мы сами с Ладой Киев изучаем вот по ходу съемки наших видео. Мы, конечно же, слышали про этот мемориальный парк, но здесь не были ни разу. Рядом были, но вот как бы не было никогда времени зайти и посмотреть, что здесь конкретно есть. И вот эта синагога. С этой стороны она такая вот деревянная, а там внутри у нее есть как бы полуоткрытый такой зал. И молитв написано. Лада прочитала, что здесь написано место для раздумий и молитв. Это здание как раз для того, чтобы постоять здесь, подумать и помолиться. Так, смотрите. Я, честно говоря, в синагогах никогда не был, но я с трудом представляю себе, как выглядит настоящая синагога. Но вот здесь, я думаю, можно получить представление об этом. Есть какие-то надписи на еврейском языке. Есть небольшой балкончик, возможно, для священнослужителя, не знаю точно. Есть такая кафедра. Это как бы тоже для проповедей. Скорее всего, здесь раввин стоит. Не знаю, друзья, поправляйте меня, если я что-то неправильно говорю. Там какая-то дверь. Возможно, символ алтаря. Но почему-то здесь нарисованы животные вот на стенах. Белочки, медведи. Вот такое. Ну, здесь действительно место для раздумий. Парк очень большой, друзья, поэтому мы большинство памятников будем вам показывать бегло. Вот еще стоит памятник. Здесь играет музыка все время. Тоже все посвящено одной и той же тематике. Немножко все, конечно, здесь не радостно, грустно. Все-таки все напоминает о геноциде, о бесчеловечности. До какой степени могут дойти люди вообще в своей бесчеловечности. То, что фашисты пытались сделать здесь во время Второй мировой войны с евреями и цыганами, то же самое сейчас пытаются делать российские войска с нами, украинцами. В этом смысле они верные последователи Третьего рейха. Кстати, это место еще носит отпечаток другой трагедии. Здесь рядом у нас Куреневка. Сюда свозили отходы кирпичного производства, наливали их в один из яров, перегородили дамбой, и в 1961 году прорвала эта дамба
и вся она выхлестнулась на ниже лежащий район Куреневку. Например, на этом стенде рассказано про Куреневскую катастрофу. Посмотрите, под 10-метровый шар глины, жижи глиняной залило дома и трамвайное депо тогда. И в этой глине погибли люди. Вот Очень. прочитайте, остановите кадры, прочитайте, что здесь было. Написано, что погибло 145 человек. На самом деле, скорее всего, погибло гораздо больше. Вот, друзья, подходим еще к одному объекту, который здесь символизирует стену плача. Стену плача, которая в Иерусалиме, это как бы ее продолжение. В нее вставлены кристаллы, тоже какие-то символические кристаллы на уровне разных частей тела людей, на уровне головы, груди и живота, да? Ну вот для разных людей по-разному. Это, конечно, Лада подошла, смотрит так. У меня нижний на уровне груди. Надо быть очень высоким человеком, чтобы здесь молиться. А может быть разные? Нет. Разные уровни есть, да. Моего Кристалл. уровня нет. А есть. А памятник, посвященный Куреневской трагедии, находится в той стороне, но мы уже к нему не будем подходить. Там стоит такая стела с надписями. Я нашла свой кристалл. А, вот конкретно так Лада может встать здесь. Видимо, так и рассчитано было. И сразу еще здесь есть один мемориал, но это тоже какое-то символическое сооружение. Там написано что-то о дереве жизни. Смотрите, это зеркальные металлические листы лежат здесь. И они все в отверстиях. Видимо, символизируют отверстия от пуль. И тоже из таких же листов сделаны вот такие металлические столбы. Тоже все изрешеченные отверстиями. Звучит музыка на иностранном языке. Я думаю, это, скорее всего, на иврите. И, возможно, это молитва. Такие вот здесь места. А находится это все рядом с Дорогожичской вышкой телевизионной. Вот видите, эту вышку видно у меня в Ирпене из окна. И вот еще дом телестудии, тоже он находится здесь. В начале полномасштабного вторжения россияне пытались ударить по этому зданию, промазали и убили просто случайных прохожих. Там что-то рассказывают, да? Із надгробків колишнього єврейського кладовища. А здесь можно послушать прям экскурсию, да? Да, все. Подойти и послушать. Сегодня 3 мая 2023 года. И в Украине такая обстановка. Мы недавно, вот буквально утром сейчас, когда сюда ехали, прочли о том, что россияне запустили ракету по Херсону и попали в супермаркет, в обычный супермаркет, где погибло несколько человек, сотрудников супермаркета. Украинцы бомбят склады с горюче-смазочными материалами, нефтебазы в разных районах в Севастополе, теперь на Таманском полуострове сегодня было. И вот в отместку тоже россияне стреляют по нам и попадают вот в супермаркеты. Попали в Павлограде в какой-то химический завод. В общем, очень неприятные события происходят, и это только будет нарастать. Дело в том, что по всем прогнозам, даже если брать астрологические прогнозы или прогнозы военных экспертов, вот уже на днях, буквально с 5 по 20 мая, начнется украинское наступление. Я почему так говорю, потому что астрологи утверждают, что 5 мая заканчивается коридор затмений каких-то, и до 20 мая
есть какое-то благоприятное влияние планет на то, чтобы украинская сторона могла победить. А военные эксперты, в свою очередь, со своей стороны указывают на то, что наступает благоприятная погода. И, в принципе, уже в какой-то степени готовность украинских войск к тому, чтобы наступать. И судя по уничтожению топливных хранилищ в России, то есть в Севастополе уничтожили нефтебазу, сегодня где-то На Таманском полуострове. Таманском полуострове, то есть это как бы уже символизирует, ну мы так понимаем, что это начало. Подготовка, да, Подготовка, по крайней мере, да. В связи с этим у нас с Ладой возникает одна ассоциация, о которой мы хотим с вами поговорить. Посмотрите, это памятник цыганской бричке. Дело в том, что в Бабином Яру расстреливали не только евреев, а еще цыган. Эсэсовцы и зондеркоманды уничтожали по национальному признаку. Это цыганская бричка, на которой обычно, традиционная, на которой цыгане путешествовали по миру раньше. Сейчас, конечно, цыгане такими бричками не пользуются. Вообще такой парк интересный, он где-то окультуренный, а где-то вот просто Лес. ночи, можно сказать, да? Друзья, мы с Ладой подумали, и нам показалось, что нынешняя ситуация очень напоминает ситуацию перед 24 февраля 2022 года, когда весь мир кричал о том, что Россия вот-вот нападет на Украину. Но мы не верили. Мы сидели дома, слушали телевизор, слушали Арестовича. Если бы мы его не слушали, мы бы уехали еще до войны. Куда-нибудь, может быть, даже за границу. Но мы сидели, не верили в то, что будет война, и слушали, и ждали, что даже когда она началась, мы думали, что она 2-3 недели, она закончится, мы не уезжали. Если бы мы 4 марта не уехали, нас бы уже, скорее всего, не было бы в живых. Посмотрите наши видео, что, какая ситуация была в Ирпене. Что там творилось. И сейчас, давайте проанализируем, что происходит сейчас. Весь мир сейчас говорит о том, что вот-вот начнется украинское контрнаступление. И люди в Крыму, судя по видео, которые там снимают, сидят и спокойно себе говорят: да мы не верим, мы этого не боимся, мы ничего не опасаемся, наша Россия сильна. А все дело в том, что сейчас украинская армия очень сильно вооружена, и в том числе дальнобойными средствами. Нам бы не хотелось, чтобы мирные жители страдали, но вы же понимаете. Украинцы, все-таки они наши. Любые люди, да. В принципе, любые люди не должны страдать, но дело в том, что во время военных действий происходят сбои, и, возможно, какой-то снаряд попадет не туда. Поэтому наша рекомендация, наша даже, можно сказать, просьба к крымчанам, которые еще не серьезно относятся к предстоящим событиям: уезжайте из Крыма. Конечно же, не так просто уехать, я с вами согласен. Мы, как люди, которые уезжали уже однажды, мы понимаем, как это. Но мы настоятельно рекомендуем: не рискуйте, понимаете? Крым может быть отрезан в любую секунду. Он же полуостров. Один удар по Крымскому мосту, и все. Накрылись поставки вооружения, накрылись поставки продовольствия. Что делать людям, попав в мышеловку? То есть, оставшись в Крыму, вы окажетесь в гораздо более хуже ситуации, чем мы в Ирпене. Подумайте об этом.